Сегодня сообщили, что немецкая полиция провела обыски в квартире автомобиля украинки, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако. Значит, изъяли доказательства, которые уже передали правоохранительным органам в Монако. Сообщается, что, в общем-то, 39-летняя Анастасия Березовская, она родом из Луганской области, с марта 22 года живет в Германии как беженка, то есть конкретно ее ищет Интерпол. Всем странам выдан запрос на ее арест. То есть это мы сейчас танцуем вокруг исполнителя. Ну, вот эти новости имеется в виду. Там Так, еще не доказали, да. а Тут кто тоже заказчик? Потому что, ну, давайте. Ведь версия-то была какая? Там и Царев считал, что якобы за то, что Ермолаев начал финансировать Залужного, там первому Севастопольскому такой Олег выдал. Другие говорят, что из-за колл-центров, хотя после того, как Ермолаев-старший оставил 8 миллионов евро в Таллине, залога за Артура Ермолаева, история с колл-центрами для него чемодан без ручки, ну и поэтому я не думаю, что колл-центр. А все-таки обросший гигантским объемом собственности, промышленных активов, господин Ермолаев – это тот кабанчик, которого в любой момент могут пустить на сало. И здесь другой момент. Правда, вот относительно личности вот этой госпожи Березовской, тут уже и Шари, и Владимир Бондаренко обменялись любезностями, кто тут, кто там Мамкина Синтер и так далее. Но есть уже такая информация, что брат этой Березовской работал айтишником у Артура Ермолаева. Видимо, вот как раз в системе колл-центров. И как знать, но ведь Ермолаев 13 лет уже не живет с Анной Иннокентьевной Ермолаевой. Вот. А его спутница по жизни, Аня Насобина, это моя бывшая студентка, в свое время преподавала у ее брата. Он лет на 10 ее старше, она 79-го года. Вот, это из такая прокурорская династия. Отец был заместителем прокурора области, причем такой олдскульный еще. Ну, не нынешние модные прокуроры, еще старой закалки. Причем, несмотря на то, что по провинциальным меркам такая-то семья была мажорная, то есть пальцы веером не ставят. Ну, нормальные ребята, в всяком случае. Учились хорошо, добросовестно. И что брат, что Аня, ну, вполне там такие толковые. Ну, потом э, заполучили, мало связи, видимо, были, заполучили нотариальную лицензию. И вот в нотариальной конторе в Днепропетровске на жилмассиве Солнечном Владимир Ермолаев познакомился с Аней Насобиной. Ну и с тех пор она стала спутницей по жизни и партнером по бизнесу. Там лондонский клуб «Эклектик» под нее. Ну, вот, это ж всегда чревато Санта-Барбарой или таким триллером. Слишком большое наследство. И как знать, тут могут, скорее всего, правоохранители будут копать в семье. Мы не знаем, какие ну, отношения. То, что Артур Ермолаев парень авантюрный, это всем хорошо известно. Вот, по сути, он вел вот это направление колл-центра, но как-никак, я не знаю, с какими условиями, что Вадим Ермолаев говорил Артуру, когда он его вывез из Эстонии. Перед этим он был депортирован из Кипра по экстрадиционному запросу. Поэтому посмотрим. Но хочу подчеркнуть, Вадим Ермолаев, его почему-то называют олигархом. Олигарх – это ведь человек, у которого в руках сосредоточена политическая, информационная власть. А Ермолаев – это просто богатый человек. Но да, у него входы и выходы, конечно, в госструктуры, как-никак. Его компании, это его, точнее, записанные на его дочь от первого брака, участвуют в строительстве мемориального кладбища в Мархалевке. Ну, благо, есть гранитные карьеры. Несмотря на то, что он под санкциями. Ну вот. Но опыт участия в избирательных кампаниях, заходы в политику пока у него были негативные.
Ну, из джентльменского набора олигархов у него нет ни футбольного клуба, ни телеканала, ни политической партии. Ну, пытался слепить такой проект, взять власть в отдельно взятом Днепропетровске, наш дом Днепропетровск. Там помогал, и в этом ему помогал Владимир Мельченко, нынешний посол Украины во Франции. Ну, как-то максимум на что там спромоглись, потратив так миллионов 20 денег инвесторов, это отправить в Верховную Раду там, дальнего родственника, Циркин был еще при регионалах, получил мандат народного депутата, ну, сходил в Верховную Раду, как сходил, так и как зашел, так и ушел. Без всякого следа. Поэтому тут все-таки, скорее всего, покушались, я думаю, из-за денег. Вот версия, там, дескать, Ермолаев мог выступить в Европарламенте с разоблачением украинской коррупции. Ну, это натягивается на ус. Во-первых, Ермолаев, ну, мягко говоря, очень осторожный человек. То есть, ну, он даже в лихие 90-е он никогда лично в разборках не участвовал. Для этого у него были другие люди. Вот. При этом крутил достаточно такие, ну, легендой бизнеса, днепровского бизнеса 90-х был пароходик, который таскал из Болгарии моющие средства, паленый коньяк Хеннесси. Вот. Ну, а потом уже, как говорится, на этом поднималось уже все остальное. Алеф Виналь, девелоперский бизнес. Но Ермолаев, он никогда то есть, не лез на рожон. Он очень осторожный человек. Нет, ну, способ, конечно, ужас. Ну, явно это, понимаешь, Александр, Подорвать, ну, то есть... когда взрывают, ну, когда хотят напугать, ну, могут стрелять и с путницы. Ну, когда взрывают, ну, взрывчатка, она же не разбирает, кто попадет под раздачу. Ну, пострадала Аня, но и Ермолаев мог. Значит, все-таки целью был он. Целью Видимо, был он, да. и Значит, точно не пугали. И точно, я думаю, все-таки вот политическая версия, что он кого-то мог разоблачать, это туфта. значит, у нас есть очень интересное заявление Туска, который считается другом Украины. Там, в общем, собирается саммит на днях вот в Анкаре, где будут обсуждать вопрос выделения 70 миллиардов Украине на войну против России на этот год и еще 70 на следующий от стран НАТО. Типа должны все страны поскидываться. И вот смотрите, как потужно поддержать Зеленского и народ Украины, который борется и защищает всю Европу. Туск выходит и говорит, что значит, надо осторожность проявлять в любых заявлениях о дальнейшей финансовой поддержке. Не потому, что я считаю, что Украине не нужна финансовая поддержка. Мы будем последовательно выступать за продолжение поддержки Украины в ее войне с Россией. Но Польша несет нагрузку по защите нашей границы, которая является также границей Европы против угроз с востока. Об этих угрозах с востока сегодня писала The Telegraph и Аннет Польская, о том, что прям готовы бить, дроны посылать, провокации вооруженные, россияне по Польше. Нас явно к чему-то готовят. Но и отношения-то Украина и Польша вообще не фонтан в последнее время. Тут даже вышел Потураев и говорит, что поляки немножко заблудились. Всегда, когда они отворачивались от украинцев, Польши не ставало в истории. Плохо учат, говорит, историю. Ну и МИДи, конечно, да, которые должны были поменять на дроновые технологии и сказали, все, режем к чертовой бабушке, не дожидаясь никаких перитонитов. Ну, там же не только МИГи, а Польша вспомнили о том, что что на полмиллиарда передали оружие Украине, вот компенсируйте нам. Ну, а МИГи, понятно, что это МИГи, которые, ну, в лучшем случае они пошли бы на запчасти, на технический каннибализм для ремонта украинских МИГов, но принципиально с украинской стороны рассказывают о том, что это дроновые технологии могли попасть третьим странам и так далее. Там то, что как часто меняются частоты, и на этом Украина могла бы потерять миллиарды. Но пока я просто вижу, что наиболее эффективное оружие, которое появилось у Украины, это вот этот Hornet, как его россияне называют, марсианин,
детище компании Эрика Шмидта, Свитбим. Ну, действительно, говорят, что это, по мнению российских экспертов, это наиболее опасное оружие. Но это не made in Ukraine. Как бы там ни было, но там технологии американских технокомпаний, тот же Starlink, это детище Илона Маска, но не украинских инженеров и технологов. Поэтому, может быть, банально вот этими разговорами о дроновых технологиях прикрывают то, что случилась вот эта размолвка. Но в любом случае для воюющей страны это попахивает безумием. И кто бы что там не пугал бы там очередным разделом Польши, но сначала, прежде всего, надо иметь в виду, что прежде чем дойдет до раздела Польши, под раздачу идет Украина. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что касается Польши, ну, и стран Балтии было то есть применение, что максимум это какие-то гибридные варианты. Тем более, что Герасимов, ну, которого которого, по-моему, там Педозру там вменили, но он, это, кстати, комплимент ему Залужный в свое время раздавал, он еще теоретик гибридной войны. Ну, поэтому, судя по всему, вторжение российских танковых клиний в Польшу не грозит, а что-то, возможно, там вот какие-то гибридные варианты. Но тут, на мой взгляд, мне кажется, больше риски не у поляков, а у стран Балтии. Ну, как бы там ни было, но Польша под ружьем более 200 тысяч. И в техническом плане вот, войско польское сегодня ну, очень неплохо оснащено. Серьезно занимаются боевой подготовкой. Правда, за вычетом того, что после операции в Ираке эта армия не нюхавшая пороха. Это, да, это серьезная проблема. Потому что она готовилась к прошедшей войне. Но мне кажется, что никакой угрозы в данный момент для территориальной целостности Польши не существует. Ну, почему? Будут мужиков отправлять украинских. Причем сами будут это делать с удовольствием. Сейчас вот посол Украины в Германии говорит о том, что ищем с немцами, как, так сказать... Ну, вы же не берите за чистую монету то, что говорят украинские чиновники. У немцев они бюрократически закручивают гайки. Ну, там в том плане, чтобы не сидели на шее не получали бюргербельт, там другой вариант пособия, ну, чтобы шли работать, платили налоги, социальные взносы и так далее, но никто депортировать не собирается. В Польше другая ситуация. Там вот наши сограждане, которые там уже еще поселились до войны, говорят о том, что есть такая установка, как у полиции, так и у судей, о нулевой толерантности по отношению к правонарушениям со стороны украинцев. И даже вот такие вот эксцессы, как с этим злополучным Сомом, который альтернативно одаренный наш украинец выловил в озере Балатон под Варшавой, сразу депортация. Сразу депортация. Вот таких, да, поймали под шофе за рулем, депортация. Там устроил ДТП, депортация. Вот. И вот таким вот образом. Но просто тебя там поймали на улице, затолкали в бусик и повезли, сдали украинским пограничникам, этого не будет. Ну, Вот. это такой Будут уже... это украинский вариант. Причем вы смотрите, как никто ничего не делает и не чешется в этом направлении. Бусификации меньше не стало. Ситуация же катастрофическая сейчас развивается вокруг очень такого незаурядного, как это принято говорить, кейса, когда директорка детского сада, да, детского садика, которого попросили написать заявление об в увольнении. родном городе Зеленского. Ее не просто, значит, увольняйся, говорит, 40% тебе надбавки снимем. За что? За то, что она взяла ребенка и пошла к ТЦК, где этот отец-одиночка, в общем-то, его спеленали туда и отправили. Понимаете? Ну, все просто в шоке от того, как реагирует система. Причем, казалось бы, ладно.
Вот, Александр, дело в том, что вот эти городские сумасшедшие, которые у нас бегают с криками там, о декоммунизации, деколонизации, вот они же не понимают главного, потому что декоммунизировать в таком случае надо общественные отношения. А это как раз, вот понятно, что в Советском Союзе было много чего хорошего, но и хватало плохого. Вот это как раз из того, что досталось нам в наследство. Вот это административное лизоблюдство, то есть взять, как говорится, э, пустить дурака в церковь Богу молиться, он и лоб себе расшибет. Вот Кривой Рог – это наглядный пример. То есть вот предельно в этом плане консервативный город. Я помню, еще в 90-е годы было такое ощущение, что, ну, и все-таки Днепр, он как-то в 90-е начал меняться, а Кривой Рог – это back in USSR. Чисто вот 96-й год, вот тогда он меня поражал. Но, видимо, время застыло в этом промышленном центре, родном городе нашего президента. Тем более, ну, подобное рода свинство, за что? Что она придала этот вопиющий прецедент огласке? К сожалению, я скажу другое. Поскольку на столе у Путина не так уже много карт, в данном случае как бы форсировать события. Вопрос другой, стоит ли ему форсировать, но, Так, а судя по какие всему, это из карты? Подождите. мобилизация частичная или полная. Я думаю, что будет, скорее всего, частичная. А это, в свою очередь, возможно, после выборов в Госдуму из возможных вариантов на столе. И аналогичные варианты на столе и в украинском штабе. Снижение мобилизационного возраста там, до, не знаю, 18-20 лет. И, судя по всему, будут массово резать бронь. И, соответственно, поскольку других людоловов у нас для вас нет, то все это будет приобретать абсолютно варварские криминальные формы. Ну, знаете, как... Тут как бы не пришлось так действовать, что Украине придется, не дожидаясь мобилизации в России, приводить вот эти все нормы в исполнение и по поводу женщин, и по Возможно. поводу Нет, 18-летних. Но вот вы видели, как сегодня порезали бронь, сообщил Кабмин. Минкульт, зарплаты. То есть, ну, все четко понимают, к чему все идет. К тому, что не будет у тебя никакой брони. Даже тем специальностям, да, профессиям, мужчинам, которые работали. педагоги, врачи, там, работники коммунальных предприятий, Родина мать зовет. Всё. Ну и я думаю, снижение мобилизационного возраста. Другое дело то, что ТЦК может стать детонатором социального взрыва. Возможно, сначала локальный бунт, а то, как они работают, это ладно, полбеды это то, что они контент-мейкеры для российской пропаганды. Это ж тут, понятно, Никита Русланович будет рассказывать про искусственный интеллект, про то, что это Мосфильм, но это мы видим каждый день на улице. И если в Киеве все более-менее, относительно, подчеркиваю, то в той же Одессе, Харькове, в Днепре, в Запорожье все это происходит в абсолютно в родном городе президента Кривом Рогу. Это все происходит в абсолютно варварских и беспредельных формах. Да, И друзья, это подведем наши про выборы вопрос. Да, как вы считаете, нужна ли пауза в войне ради выборов? Такие варианты ответов мы получили. 9% считают, что любая пауза уже хорошо. 18% да, надо менять Зеленского. И тогда много вопросов как-то отпадет, да, как-то пересмотрится и вообще перемелится, и будет новая мука, и по условиям, и все станут сговорчивы, и все будет хорошо. Потому что, ну, я как бы согласен с теми людьми, которые проголосовали, да, вот 18%, потому что, ну, любой другой это уже будет абсолютно новая история. Абсолютно новая история. Значит, 30%, что нет, потому что если такие будут выборы проведены в паузе, ну и так и скажут, ну там 2 недельки, все, агитируйте, выбирайте там, президента в Украине, и это будет без выбора, это все проголосуют за Зеленского, и это в принципе
его устраивает. Ну и 42% считают, что Россия на это не пойдет, потому что кинут. Ну, в очередной раз паузу используют для перегруппировки. Ну и все. И как бы выборы пройдут, и будет кидок. Да? А может еще и даже и раньше. И потом скажут, вот Россия сорвала выборы, хотя договаривалась, там мы любим. Да, вот такие моменты наблюдать, когда вот такие перевороты. Что скажете по голосованию? Считают, что Россия на это не пойдет из-за угрозы, что кинут. Вполне прогнозируемо, тем более, что это такой устоявшаяся позиция. Я думаю, что Украина любое время использует для укрепления, усиления своих позиций, чтобы выиграть время, вот как это было с Минском-2. И тут надо отдать должное той стране, она действует предельно последовательно. То есть, естественно, это становится такой разделяемой обществом точкой зрения о том, что да, ну, не будем забывать о том, что и у другой стороны это, опять же, возможность выиграть время и где-то усилить, где-то подтянуть. Но я думаю, вот эта позиция, то, что Россия на это не пойдет, она вполне закономерно является доминирующей. Так, ну что, давайте некоторые вопросы, которые прозвучат, получим ответы. Сообщество YouTube, пожалуйста. Лина Востроилова, вопрос. В чем измеряется окончание конфликта? Временем или количеством украинцев? Ну, как правило, за стол переговоров садятся по трем, ну, когда по причине истощения ресурсов. А этих ресурсов, по большому счету, все сводится к трем. Деньги, оружие, солдаты. Вот с солдатами у Украины проблема. И по большому счету, это писал журналист Владимир Бойко, который, как бы там ни было, но до того момента, пока он не списался по возрасту, он реально служил. В окопах с автоматом сидит в лучшем случае 150-200 тысяч. И да, действительно, людей критически не хватает. Достаточно вспомнить эпопею с Покровском, когда в подготовленной линии обороны противник заходил, потому что там буквально не было полевого наполнения, то есть личного состава. И для Украины, да, это проблема. Причем те формы мобилизации, которые мы видим, они не решат проблему. Учитывая то, что у нас сбежало так, несколько сот тысяч человек, это, наверное, половина численности ЗСУ, плюс бегает в СЗЧ еще где-то с полмиллиона, цифра засекречена, поэтому это так, примерно. Последние цифры, которые называли до того, как это не стало государственной тайной, 300 тысяч. Я думаю, сейчас гораздо больше. Ну и плюс не будем списывать со счета то, что каждый день гибнут военные, когда очень много, когда просто много. Вот поэтому а пополнение, ну, качество по истории с этой 225-м отдельным штурмовым полком Скеля, ну, по-моему, все понятно. Когда люди приходят с хроническими заболеваниями, с алкогольной зависимостью, ну, они скорее превращаются в обузу на фронте. На них расходуются ресурсы, и толку от них, как от бойцов, ноль. Поэтому вот что за стол переговоров садятся, когда у какой-то из сторон заканчиваются ресурсы. Но если с деньгами и оружием все более-менее благополучно, то с солдатами, ну, очевидно, как говорится, острота проблемы нарастает. Петр, вопрос, Андрей Владимирович. Как звучат реляции Банкова и ее западных кураторов о перемоге Украины над Россией на фоне Зеленского на руинах Киева? Ну, такой хороший вопрос, как политтехнологу для вас от Петра. Ну, это ж тем более, что пока это же рассказывают, потому что раз противник так бьет, то это якобы признак того, что он проигрывает. Ну, это же супруга экс-министра иностранных дел Кулебы договорилась за того, что если Путин применит ядерное оружие, значит он проиграл. Ну, иногда лучше торговать фалоимитаторами, резиновыми женщинами, чем умничать про что является признаком там, ослабления противника. А то, что
Помните историю с куском автобуса у Порошенко? То есть ход довольно стандартный. И на фоне того, что конструируется параллельная реальность о неком переломе в войне, вот видите, ну, этот же перелом надо закрепить, а ну-ка позолотите ручку. Поэтому вот этот постправда относительно перелома в войне, она преследует вполне определенную меркантильную цель. Будут деньги, значит, это новые заказы, распил, откат, занос. Ну, если вы не в Киеве, вы не сумеете оценить количество автомобилей премиум марок на улицах украинской столицы. Кому война, кому мать родная, к сожалению. Мгм. А, Алена задает вопрос. Осенью в Госдуму придут военные. Их будет прям много. Как вы это оцениваете? Ну, это, помните, и в Верховную Раду в 2014 году зашло немало военных, немало добробатовцев, волонтеров. Ну и что? Ну, как люди дисциплинированные будут ходить в строй. Тем более, что если они политические люди неискушенные, ну, я не думаю, что увидим какую-то фронту военных или они превратятся, оформятся в какую-то отдельную группу. Как это было и с Верховной Радой в 2014 году, каждая политическая сила, которая инкорпорирует в свои ряды военных, она их благополучно переварит. Вот такой был. А с партией военных, ну, тем не менее, ну, и ни в Украине, ни в России военные не оформились в касту. Ну, отдельные признаки есть в России, но это не, в этом плане Россия не Турция, где турецкая армия обеспечивала то, что соблюдение канонов кемализма на протяжении нескольких десятилетий. И политиков, которые пытались шаг вправо, шаг влево, она благополучно устраняла. Ну, целая череда государственных переворотов. Иногда даже премьеров по итогу этих переворотов и вешали, но, тем не менее, ну, вот, армия она была субъектом политики. И только с Эрдоганом, Эрдоган после вот этого неудавшегося мятежа с этим покончил. Переходим в чат трансляции. Вот такой вопрос. Про какую мобилизацию в России говорит Золотарев? Полный бред. Даже военные штатов ясно говорят, у Путина армии хватит даже на войну с Европой. Они имеют данные. Украинцы, вы врете сами себе. Ложь на ложь. Почему? А какие аргументы? Какие американские военные? Давайте будем говорить так, что военных надо менять, в конце концов. И военные благополучно за несколько месяцев не выгорают. То есть, если вы имеете в виду, ну, терминаторы только в художественных фильмах. Я не думаю, что пойдет на массовую мобилизацию. Мобилизационный ресурс в России 20 миллионов. Ну, это, во-первых, это и с финансовой точки зрения, и возможности учебных центров. Они тоже не резиновые, там порядка 100-150 тысяч человек можно одновременно прогонять. Поэтому будет качественный отбор, частичная мобилизация тех людей, которые, скажем так, подходят под определенные критерии. И если говорить там относительно Европы, но какая на сегодняшний день численность российской армии? 1 300 000, из которых половина в Украине. Но армия же это не только первая линия. В армии есть активные штыки, вот, и едоки. Это связисты, повара, коптерщики, механики, слесари. Поэтому, знаете, давайте рассуждайте о том, в чем вы разбираетесь, а не о том, что вы сразу клеите ярлыки. Ну, знаете, э, иногда, вот, когда сталкиваешься с некоторыми с украинской стороны, любителями вот таких шаблонов и ярлыков, друг друга стоите. Какие аргументы? Какие американские эксперты? Ну, вы серьезно? Значит, вопрос. Андрей Владимирович, как вы думаете, Борис спрашивает, сколько украинцев считают, что батька наш Зеленский, а Елена маты? Ну, я вам скажу из своего опыта. Даже, в принципе, непопулярный к концу своей каденции Ющенко
То, что он не набрал и 7%, но это проблема его команды, потому что раздеребанили бюджет, деньги там были, но ребята, как говорится, окунули в пальцы в мед по самые локти. Вот. 10-12% в Украине всегда есть властолюбивого электората. То есть, какая бы там ни была власть, но они голосуют вместе с властью. Вот это реальный электоральный ресурс Зеленского. Если добавить еще часть молодежи, ну, которую еще надо суметь привести на выборы, ну, порядка 20-23% это сегодня электоральный ресурс Зеленского. Те, на которых, как говорится, Владимир Александрович батько. Вот. Но там другая проблема, поскольку президентские выборы, как правило, двутуровые в Украине, а во втором туре голосуют не за того, кто лучше, а за меньшее зло. То есть тут важен такой антирейтинг. А у Зеленского с антирейтингом, похоже, ситуация катастрофическая. Когда антирейтинг ушел за 40%, тут можешь получить приличный результат в первом туре, но во втором туре тебя доводят. Поэтому надо ориентироваться не на рейтинг Зеленского, а на процент тех, для которых он категорически неприемлем. И вот как это было с Порошенко. Голосовали-то не за Зеленского, а он по своей наивности подумал, что 73% за него, 73% были против Порошенко. Вот это вот реальность. Вопрос, почему русские не будоражат Британию, ведь Северная Ирландия хочет освободиться от оккупации англичан, Шотландия тоже хочет уйти, почему Россия не поддерживает ИРА и другие силы в Британии? Ну, когда-то Советский Союз опосредованно через Ливию и помогал из Ирландской республиканской армии. Вот, тем более республиканцы прекрасно, ну, в ливийских тренировочных лагерях прекрасно научились владеть автоматом Калашникова. И даже если вы вспомните фильм с Брэдом Питтом, где он как раз играет роль боевика республиканской армии, вот, который отправляется в Соединенные Штаты за оружием, где, с каким стволом он выходит на противостояние, расстреливает британских солдат. Это АК-47. Вот. Но после распада Советского Союза все это пошло прахом. А восстановить подобного рода влияние и возможности, скажем, создавать такую, реализовывать такую стратегию непрямых действий, на это уходят годы. Ну и нужны, скажем, люди при памяти и владеющие. Ну, с этим в России все довольно неблагополучно. Тем более, что корона договорилась с, ну, как бы там ни было, сегодня в Белфасте не взрываются бомбы, не гремят автоматные очереди, и пока вот это, скажем, вот это мирное соглашение по Ольстеру, оно соблюдается. А что будет завтра, ну, увидим. Тут, может быть, подумать о шотландцах, о шотландском сепаратизме, к которому время от времени шотландцы обращаются. Тем более, что похожий момент наступил, учитывая то, что шотландцы как раз недовольны Брекситом. А грядущие 29 года выборы не могут принести сенсационные результаты и поставить, по сути, точку на существовании двухпартийной системы, когда власть переходила от консерваторов к лейбористам, от лейбористов к консерваторам. Судя по всему, пока на первой позиции, вот, по последним опросам Британии, партия реформа Найджела Фарджа, ну, это британский избот трампистов, вышла на первое место. Так, не кажется ли Золотареву, Сергей пишет, что пока он годами рассказывает про диктатуру в России, фактически реальная диктатура выстроилась уже в Украине. Зеленский уже заменяет избирком, лично определяет, когда выборы и так далее и тому подобное. Ну, я про диктатуру в России годами не рассуждаю. То, что в России персоналистский режим, ну, с этим никто спорить не будет. А в персоналистском режиме, если ты не лезешь, не заплываешь за буйки в политике, ну, тебя никто не... Занимайся бизнесом, там,
погружайся в эзотерику, увлекайся восточными религиями, это, как говорится, никто. Вот тоталитаризм, там все должно быть и в гуманитарной сфере, там все должно быть параллельно. Ну, я не говорю о том, что в России, никогда не говорю о том, что в России тоталитаризм. А то, что в Украине, я всегда говорю, то, что последние 2 года говорю, то, что фактически мы получили в Украине такую демократуру, демократический антураж и вполне такой, скажем, при диктаторских рычагах управления. Вот это, по-моему, вы меня не упрекнете в том, что я там прославлял, рассказывал о том, что Украина наибільш вільна країна и так далее и тому подобное. Вопрос, почему вы так враждебно настроены против украинцев? Задает пользователь. Я не против украинцев, я против профессионалов. Ну, слушайте, да, это Не, достримились. да. Есть, знаете, везде есть профессиональные русские, есть профессиональные евреи, есть профессиональные украинцы. То есть те люди, которые учат других жить, учат, какие книги читать, на каком языке разговаривать и так далее. Но в этом плане, как говорится, их активность мне категорически претит и вызывает, мягко говоря, отторжение. Мгм. Вопрос. Особенно, да, борьба с Булгаковым, с Пушкиным, вот, ну, это ж там они отметились. И так же, так. Вот, ну, как говорится, мне с этими людьми не по пути. А, Значит, вопрос Андрею Золотареву от Юрия Клименко. Почему власти не нужен мир и в чем их интерес? Потому что мир это приведет к смене власти. Ну, а Зеленский отойти от власти не может, потому что уйти далеко не дадут. Слишком много вопросов. И слишком много желающих потом будет дотянуться до его. Поэтому, естественно, пусть, как говорится, все остается как есть, а о том, что будет завтра, мы подумаем завтра, как говорим, героиня унесенных ветром. Вот в этом и заключается нынешняя стратегия Владимира Александровича. Масло съели, день прошел, старшина домой ушел. Ну, вот как у советского дембеля. Евгений, а кого вы называете профессиональными русскими? Ну, есть же и те, кто там активно продвигал. Вот, значит, ну, вы уже не застали такое общество «Память», ну, до 80-е годы. И там вот как раз группировались. Ну, и хватает тех, кто... Другое дело то, что материальная база у них послабее, там, ну, на прикорме другие персонажи. Все-таки они более, скажем так, я бы их назвал, более так, занимающие такие государственнические позиции. Благодаря Украине, благодаря всевозможным фондам, меценатам, ну и там, господдержке, ну, эти люди имеют возможность заработать себе на хлеб с маслом и корки с хлебом. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний стрим, за то, что побывали на нем. Сегодня будет еще один эфир у меня на канале, поэтому далеко не уходите. Андрей Владимирович, увидимся с вами в следующую пятницу. Спасибо за время и мысли. Всего доброго. Берегите себя, друзья, добра и света. Увидимся.